Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз, неожиданности и сюрпризы. Цыганский старинный пасьянс. Итак, неожиданности и сюрпризы февраля 2025 года и к чему все идет. И что после этих неожиданностей следует, с чем мы столкнемся, что будет дальше, в чем знаки судьбы. Это из разряда того, чего вы не ждете и какое продолжение следует. Будем, безусловно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Что же вас ожидает? Какую ситуацию нам раскроют неожиданную карты? Вы могли уже что-то запланировать или составить себе план действий. И, скорее всего, астрологически даже в феврале нам придется... Или может быть такая ситуация, когда нам приходится жить словно одним днем или что-то корректировать. Давайте узнаем. Я смотрю, и вы смотрите также так. Немножко сдвинем. Вы чем-то недовольны. Вот это точно. Нож. Это могла быть какая-то ссора. Ну, здесь мы все разные. У кого-то может быть ссора, когда громкая ссора. И даже если для тех, у кого этого не было, не случилось, это очень хорошо. Но это ваше внутреннее, как несогласие с чем-то. Потому что нож это, ну, не есть еще как какой-то итог. Это не есть то, что нам может, ну, где-то существенно помешать. Но есть какие-то препятствия, которые вам как раз и не нравятся. Потому что вы хотите, ну, какую-то свою концепцию, так как вы запланировали. А нам здесь говорят о том, что, дорогой телец, ты чего-то не должен разрушить. Вот это точно. Вот теперь я с уверенностью это говорю. Смотрите, нож всегда какое-то внутреннее несогласие, какой-то внутренний дискомфорт. А у вас на кону семейное счастье. Для кого-то это будет просто говорить о том, что несогласие с вашими близкими, или что-то вот не нравится, или с вами, может быть, кто-то из близких не соглашается, или телец хотел бы быть в чем-то уверенным, а вот ни в чем быть уверенным нельзя. Но у нас такой период жизни, мои дорогие тельцы. А у вас, посмотрите на кону, что это редко совпадает. Подкова, семейное счастье и полное исполнение желаний. Колчан со стрелами – это как раз о полном исполнении желаний. Ну, понятно, будем реалистами, насколько полный. Тут, конечно, вопрос очень спорный. Но, тем не менее, что-то у вас на кону очень доброе, когда может быть красивый результат. Или все сложится в красивый узор. Но вы на начало февраля еще можете быть либо в смятении, или чувствовать вот этот диссонанс внутренний, или какая-то дезорганизация внутренняя, именно потому, что планы приходится менять. Вокруг вас может измениться обстановка тоже. И это для кого-то будет как отправная точка того, что мне приходится корректировать. И причем корректирую сегодня, а во что это выльется завтра, я еще не знаю. И вот это тоже может проходить по ножу. Вы будете корректировать, возможно, сроки поездки. У нас выпадает дорога. И для кого-то это может проиграться как быстрая поездка, ускорение поездки. Или могут смещаться сроки, куда вы собираетесь отправиться. Или к вам, может быть, кто-то приезжает. Но тогда будьте, ну, плывите, я бы сказала, по фарватеру тех событий, которые складываются для вас, мои дорогие тельцы. На февраль себе не нужно планировать что-то грандиозного. Точнее, планировать вы можете, но быть готовым корректировать планы. Пожалуй, это вот с первых практических карт пасьянса нам хотят, ну, считайте, как высшие силы, может быть, остановить от поспешных действий или наоборот, рассмотреть те варианты, когда нам приходят какие-то события или какие-то новости, или нам что-то предлагают, и здесь себя видоизменить, или, ну, может быть, и согласиться на какой-то важный шаг. Я такое тоже могу предположить, потому что на кону как и успех, так и счастье. Вы можете даже столкнуться с тем, что вы услышите какую-то информацию, колокол. Это всегда
из разряда того, что мы можем, ну, как замереть на какое-то мгновение. Это сама по себе неожиданность. Это, ну, колокол, да. Это то, что мы могли, ну, даже не хотеть, чтобы это случилось, произошло. Но я не могу сказать, что это совсем будет неожиданно, потому что все же у нас первая карта диссонанса, мы говорим, или не карта, а значение ножа, и это вам что-то не нравится. Стало быть, это вот та предпосылка к этому колоколу, когда вы можете в феврале себе самому или самой сказать, это ведь правда, я это предчувствовал или предчувствовала. И может быть какая-то прежняя история, в которой вы уже проучаствовали или вы в ней находились, и вам уже приходилось прежде где-то столкнуться с такими обстоятельствами, когда все идет наперекосяк. Причем могло идти что-то в кардинальной какой-то важной сфере вашей жизни, но вы тогда не растерялись. Вы как-то очень правильно, грамотно сориентировались. И вот здесь такую новую неожиданность может преподнести судьба, которая прежде была вами либо просчитана, либо предполагаема. И здесь, скорее всего, вы вовремя можете скорректировать, опять же, либо свой план, или каким-то образом вот пережитое прежде вам является бонусом для того, чтобы предпринять важные, ну или изменения, коррективы в вашей жизни в течение февраля. Но будьте внимательны, вас ничто не должно застать врасплох. И правда, вы кому-то можете не верить, потому что колокол здесь у нас еще совпадает змея. Давайте посмотрим. Вы под защитой как ангелов находитесь, потому что, да, есть и змея, есть и колокол, есть и внутренний диссонанс, но у вас еще и выпадает ангел, и поэтому есть, значит, какая-то сфера вашей жизни, где вам, ну, просто необходимо внести коррекцию. Или Уран у нас в прямом движении, в директном уже в феврале месяце, и это в вашем знаке, вы можете прочувствовать это наиболее остро, что какая-то прежняя история завершается. Может быть, с каким-то новым продолжением. Или это продолжение вы сами будете отстраивать, менять, корректировать, опять же, самого себя или саму себя. Вам придется. Вы можете столкнуться с тем, что идет заминка, какое-то ожидание у вас присутствует в вашей жизни. Поэтому если это ожидание не вызвано тем, что вы сами, ну вот, ничего не предпринимаете, а просто чего-то ждете. Нет, я больше вижу, что некоторый водоворот именно событий какому-то вас может вот так вот закрутить. Есть такой момент, когда вы можете и растеряться, когда вы можете кому-то не верить, когда вы в ком-то или в чем-то будете сомневаться, в чем-то имеется в виду в продолжении какого-то, к примеру, проекта, или как вам поступить. И тем не менее, если происходят метаморфозы, когда очень что-то быстро развивается, тогда вы сами не торопитесь. Но если мы говорим, когда вы просто чего-то ждете, тогда есть риск с учетом всех этих карт, что вы отдаете свою судьбу на волю случая. Поэтому, ну, вы в большей части из вас, вы люди активные. Поэтому активность, она какая-то для вас очень положительна. Но лишь в том контексте, когда вы доходите, к примеру, до какого-то пункта в вашей жизни в феврале, когда видите, что, ну, вот обстоятельства складываются сейчас не так, как мне бы не просто хотелось, а когда я не могу действовать по своему плану. Вот тогда нужно остановиться. И наоборот, для тех, кто просто в режиме пустого ожидания. Вот просто сижу и жду. Таких будет меньше, но тем не менее, давайте будем откровенны, они присутствуют. Вот тогда тоже оттолкнитесь от того, что бы вы хотели осуществить. Как вы видите свою дальнейшую жизнь? Потому что колокол может говорить о переменах. Те перемены, которые врываются в нашу жизнь без приглашения. И это ситуации или обстоятельства. Так вот, не отдать свою жизнь на волю случая. Это принципиально важное значение для вас в феврале. Я очень надеюсь, что буду правильно понята. Иногда, когда я говорю, я
Многократно себе задаю вопрос: а, Женя, можешь ты ли это вообще говорить или нет? Но в данном случае я вижу, что все же нужно сказать, потому что, читая ваши комментарии, за которые я вам очень благодарна, и кто-то же мне тоже искренне пишет, что «а у меня ничего в жизни не меняется». Так, а первый вопрос: а что ты сделал для того, чтобы что-то менялось? Задать. Ну вот те, кто умеет держать руку на пульсе, они в более выигрышном положении. Это я вам точно говорю, мои дорогие тельцы. Обижаетесь на меня или нет, но я говорю, как я это вижу. И у вас выпадает, посмотрите, пакет, да, или как конверт. Получение важных документов. Так вот, у вас может быть связано какое-то важное согласование или получение важной бумаги. Может быть, в личной жизни, нам ведь тут сферу жизни не показывают. Или, может быть, по вашему труду, по вашим амбициям, или по вашему бизнесу, личному делу, творчеству, чему угодно. Вот есть какое-то как письмо, новость или, как я сказала, документ, важная бумага, которую у вас будет возможность либо согласовать, видоизменить, или каким-то образом, ну, вам нужна, если эта бумага или документ, то тогда подписать. Здесь может что-то сложиться альтернативным вариантом, то, что мы говорим по закону. Для кого-то иногда это проигрывается, как, допустим, необходимое согласование или тоже как важные бумаги, которые в последующем будут говорить о решении того или иного финансового вопроса. Это как прелюдия, ну, как финансовой вашей системы или системы вашей финансовой безопасности. И здесь у каждого по-своему. У кого-то проиграется через недвижимость, у кого-то откуда к вам приходят деньги, системы взаиморасчета. И это может быть обусловлено именно еще и какими-то бумагами, документами. Не сказали нам карты дальше, что следует. Да? Мы сейчас рассмотрим дополнительно на колоде Таро. Но я могу сказать однозначно, что правда, метаморфозы какие-то ожидаются для вас в феврале. Я уже не буду повторяться. Мы идем с вами дальше. Помните, что вы словно под защитой высших сил. Это то, что для вас в принципе важно знать. Но и корректировать себя придется. Это неизбежно. Потому что на кону у вас вот с самого начала задали тон семейное счастье, задали тон карты и исполнение желаний. А нам может что-то либо не нравится, либо вы чем-то, ну, недовольны. Диссонанс есть. Возможно, это выльется в то, что вам придется делать выбор. Итак, неожиданности мы спросим, с чем это связано. И достанем 3 карты. Для тельцов неожиданности февраля. У кого-то напрямую будет связано с вашим партнером по браку. Или, если брака нет, личная жизнь. Какие-то контакты с человеком, который, кстати, к вам относится хорошо. Ну и еще и проходит 2 важных составляющих, когда вам придется организовывать, вот, наверное, как по Венере, 2 направления. Первое – это вопросы денег, раз. И все, что к нему сводится, может быть, и недвижимость, к этому вопросу, да, но в конечном итоге все равно же деньги. И второе – это личные взаимоотношения. Ну, понятно, что если вы сейчас один или одна, тогда карта будет говорить о том, что, кто знает, может быть, вы столкнетесь с таким человеком или новым знакомым, но еще пока с учетом тех значений, которые выпали в пасьянсе, куда-то не торопитесь. Не торопитесь судить о человеке, выносить какие-то вердикты. Для кого-то это может сложиться как ваше партнерство, как семейный бизнес, такое тоже допускаю. И значит, какая-то корректива будет одновременно и в планах на личную жизнь, и в планах по части денег, финансов, построения карьеры. Или это может быть вопрос, который будет связан с местом вашего пребывания, проживания. Принц мечей тут действительно вам может что-то не нравиться. По принцу мечей и именно в этой колоде карт бунтарь без причины. Вы можете столкнуться с действиями или противодействиями человека, который вам знаком. И у кого-то это проиграется партнерство по бизнесу или какие-то договоренности, может быть, по работе, у кого-то по личной жизни. Вот, наверное,
деньги и личная жизнь. Где-то в этой плоскости могут прийти неожиданности у кого-то на взаимосвязи. К примеру, если это касается личного бизнеса. И с вами могут тоже, кстати, не соглашаться. Или с вами могут спорить. Вам будут, возможно, выказывать свою точку зрения, причем так, знаете, безапелляционно. Вы можете столкнуться с такой жесткой энергетикой, которая направлена где-то в отношении вас, и тогда карты говорят: нет, держи баланс, телец. Тут ты пока не видишь, как правильно действовать. Или не торопись, если тебя это где-то цепляет эмоционально, если вы негодуете, все равно, мои дорогие, не торопитесь поднимать вот эту перчатку, или, будем говорить, выходить на какой-то конфликт, или кому-то что-то доказывать. Здесь, с одной стороны, нужно для себя самого поставить такое вот как направление. Для меня сейчас правда важна, и ничего кроме правды. Поэтому, с одной стороны, это предусматривает некоторое наблюдение, анализ, что говорит человек, что делает. И неважно, в какой области вашей жизни вы сталкиваетесь вот с подобным противодействием. И потом оттолкнуться или перевести это в разряд, может быть, документальный, или что это будет правильно по закону. Здесь себя нужно обезопасить чем-то или просчитать на пару шагов вперед свои дальнейшие действия. Но не торопиться, это точно. Что же неожиданность? Вы можете столкнуться даже с такими сильными эмоциями. Вот смотрите, ведь все практически 3 карты в неожиданностях на уровне эмоций. Сначала нам говорят по королю кубков, это может быть и как приятное какое-то времяпрепровождение или контакты с человеком. Может быть, это даже вопросы любви, личной жизни. И вроде бы и человек, мы сказали, вас любит. У него, по крайней мере, есть какой-то интерес к вам. Но пока вот именно мы говорим как интерес. Но вы испытываете некоторое либо сожаление, либо недоверие. И вполне вероятно, от этого человека могут последовать либо неосторожные действия, либо бездействие, либо вот что-то он такое может совершить, что в конечном итоге вы, опять же, мы про эмоции, да, это как наше восприятие по рыцарю мечей, а 10 жезлов – это всегда усталость и карта. И эмоциональной усталости в том числе. С одной стороны, это усталость физическая, и поэтому карты нам все говорят – у тебя неожиданности могут складываться, но они тебе, по сути, не мешают. Они тебя заставляют не упустить свое счастье и какой-то свой успех. Но ты это воспринимать можешь наиболее остро, или ты с чем-то можешь не соглашаться. Тебя могут ставить какие-то новости в тупик, и для тебя будет важно отдыхать, телец. Уставшие люди делают ошибки. Для того, чтобы правильно анализировать происходящее вокруг вас, или для того, чтобы правильные действия, какие-то выводы делать, мы тоже должны быть отдохнувшими. Поэтому, с одной стороны, делегируй рутинную работу или часть, может быть, той работы, той вашей занятости, которую может сделать кто-то другой. По крайней мере, здесь это нужно рассмотреть. Потому что во главе угла правильное лежит ваше восприятие любого вопроса и, знаете, как собственная ресурсность. Давайте мы раскроем. То есть нет, по сути дела, того, чего бы не могли вы решить. Или каким-то образом выбрать правильный фарватер продвижения вашего дела, творчества, продвижения ваших отношений, назовите как угодно. Но эмоции они могут буквально накрывать. Именно потому, что мы не согласны. Мы не согласны с действиями, как я сказала, или противодействиями какими-либо в отношении вас. Давайте мы рассмотрим как знаки судьбы. Что же это в конечном итоге может во что выливаться? И точно, отношения не разрушаем. И не случайно на вам выпадают 2 значения, как и подкова, так и у вас выпадает в пасьянсе колчан со стрелами, исполнение желаний. 8 пентаклей, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Я именно так всегда называю эту карту.
И если мы переложим на личную жизнь, со мной согласятся люди, те, кто семейные, те, кто в паре, что это тоже работа, потому что встречаются два разных человека. И нам нужно согласия достичь. И работать над отношениями приходится в каком плане? Нас не будут воспринимать только тогда, когда мы будем настаивать на своем. Мы должны быть гибче, потому что партнер ведь тоже имеет свои взгляды на жизнь, и, может быть, они где-то отличаются, но самое главное – достичь того, чтобы мы смотрели в одном направлении. То же самое или та же концепция, мы ее можем применить к вопросам труда, благополучия в целом, или ваша самодостаточность, это честолюбие, если вы строите карьеру. То есть взаимодействие нужно отрабатывать, вот буквально так. Для кого-то из вас это будут вопросы денег. И это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И поэтому, если мы спросили у этих карт, как знаки судьбы, к чему же вот эти неожиданности нас приводят? Или как того, чего мы не ожидали. Если мы спросили, к чему же это все идет в конечном итоге, так вот, что-то должно быть продолжено и ни в коем случае не разрушено. Потому что на каком-то этапе февраля вы можете не видеть как раз ту возможность, которая складывается наиболее удачно. Поэтому если продолжаешь, телец, тогда ты и победишь. Давайте рассмотрим вторую карту, как знаки судьбы. Здесь действительно, опять же, куда-то не спешить. И еще одна карта пентаклевая. Для кого-то это может быть как вопрос решения денег или важная ключевая персона, партнер, какое-то ключевое событие, которое вам нужно, ну, несколько обойти в своих негативных эмоциях или восприятии, именно потому что должно быть продолжено. А вас это может не устраивать, мои дорогие. Здесь нет какого-то препятствия. А восприятие по рыцарю мечей, я сказала, бунтарь без причины. И мы можем столкнуться с такими людьми, которые нам, вот знаете, как правду какую-то, как мокрое полотенце бросают в лицо. И это бьет наотмашь. А тем не менее, выдержать стоит. Проявите терпение, выдержку, вам не занимать. Вы, мои дорогие тельцы, пожалуй, единственный знак зодиака, который может вот где-то хладнокровно себя останавливать. Даже в тех случаях, когда, ну и остановить, пожалуй, нельзя. Но что-то должно быть продолжено, понимаете? А может выглядеть поначалу, когда хочется одним махом разрубить и завершить какую-то историю. А знаки судьбы нам говорят: нет, сдержись. Вот буквально так. И это вам во благо, потому что на кону ваше счастье и успех. Принц жезлов, если мы говорили, десятка жезлов. Десятка жезлов – карта усталости. И нам нужно освободиться от каких-то ненужных обязанностей или больше отдыхать. И тогда к чему это идет, как знаки судьбы? Отдых для вас совершенно необходим. Или делегировать свои, ну, какие-то мелкие дела, обязанности кому-то другому, высвободить это самое свободное время, потому что критическое мышление для вас совершенно будет необходимо на последующий период. Может быть, это поначалу, вот февраля что-то происходит одним образом, а потом будут как усиливаться или ускоряться некоторые события, разворачиваться в каком-то другом ключе, потому что принц жезлов – это, в принципе, тот, который готов к неожиданностям. И для вас потребуется как и ваша физическая форма, как и ваша бодрость, как и свободное где-то мышление. И от того шаблона, когда мы действуем вот как-то по-своему. И для кого-то из вас вам придется менять пути дороги или сдвигать направление. Может быть, когда вы намеревались ехать в одну местность, а вам придется отправиться в другую. Или вам хотелось отправиться в одну дату, а придется отправиться в другую. В принципе, для вас к чему все идет? Вы можете совершить много согласований важных, подписать даже много документов, определиться по части денег. Но вам нужно держать руку на пульсе, быть готовым к неожиданностям и постоянно корректировать свои планы. Вот практически это как знаки судьбы. Поэтому будьте бодры, мои дорогие тельцы, отдыхайте. И не говорите: нет, этого не будет никогда. Не выносите вердикты. В вашей гибкости ваш успех и буквально личное счастье.
Давайте мы достанем, как итог, к чему же все идет. Раскроем, к чему же все идет. Февраль, каков будет итог. На этом все не заканчивается. Продолжение следует, мои дорогие. Колесо фортуны. И это карта успеха, который приходит к нам в последующем. И опять же, обстоятельства еще будут меняться. Может быть, вас, ну, как, знаете, генеральная репетиция, может быть, в феврале. И это не случайно. Опять же, мы про Уран можем с вами вспомнить. И самых последних чисел января Уран в прямом движении. А до этого для вас он был как в ретро-движении и давал возможность завершить, определиться с чем-то. Но вот теперь уже прямое директное движение, и врываются неожиданности в вашу жизнь. И каковы бы они ни были, эти неожиданности для вас, быть гибче, адаптивнее, организовывать, может быть, придется жизнь как-то по-новому, с новыми обстоятельствами, с новыми возможностями. И продолжение следует. Сами по себе через неожиданности к вам будут приходить новые возможности, мои дорогие тельцы. Не будет какой-то пока на февраль, и продолжение следует, нам говорят уже на март. У вас будет постоянно что-то меняться. Поэтому, вы знаете, с одной стороны, такая игра жизни, она вас может завораживать. И вот этот самый драйв вам может начать даже нравиться. Потому что завершается какое-то стоячее болото. Вот это правда. Но из разряда неожиданностей это то, что мы не можем предугадать. Поэтому, кстати, король кубков, это карта интуиции еще. Может быть, в самом начале нам и говорят, слушайте лет свою интуицию. И не ставь перед собой табу. Здесь придется самого себя перестраивать еще не раз. Но на кону, как нам сказали, и успех, и личное счастье, и колесо фортуны. Вы в руках фортуны, мои дорогие тельцы. Но ангелы наблюдают за вами, дают вам правильные подсказки и возможности. Люди, или пусть это будет один человек, который вам готов прийти на помощь. Может быть, не повздорить с этим самым важным человеком, даже если вы видите, ну, разную концепцию продолжения бизнеса или партнерских отношений. Принять во внимание, что жизнь не бывает полностью предсказуема, как минимум на 2 месяца, определенно стоит. Просто помните, что все это в конечном итоге ведет к вашему счастью и к вашему успеху. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.